Уважаемые зрители, с вами Николаевич. Продолжаем прохождение игры Dragon's Dogma Dark Arisen. Приятного просмотра. В этом выпуске, друзья, мы с вами совершим еще один марш-бросок по местам боевой славы, который мы совершали в предыдущем выпуске. Наша цель – добыть еще 2 брони заколдованных с острова номер 3. Все-таки не оставляет надежда получить более существенную броню, чем то, что у нас есть. Начинаем вот с тех же локаций. Нас встречают те же гоблины большие. Учитывая, что в фазе или в период постдаймона, во второй фазе у нас будет на пути встречаться более жесткие противники, нам, конечно, желательно, очень желательно иметь броню поприличней, чем та, что у нас есть сейчас. Ну, главное, хотелось бы, конечно, иметь верхнюю одежду, которая будет восстанавливать нам здоровье, потому что без этого будет туго. Проблемные сундуки открываем, конечно же, с предварительной подготовкой, потому что эти черви-людоеды остаются по-прежнему такими же опасными, как и были. Ну, думаю, следующую локацию, следующую комнату, зал мы все-таки, наверное, пробежим мимо, оставив врагов в недоумении, не будем с ними связываться, потому что впереди и так путь достаточно тяжелый. Химера не пошла за нами. Ей мы не интересны. Ну и в этом зале, конечно же, нас будет встречать либо Виверна, либо огненный дракон. Мы тоже опустим их и доберемся до следующей локации бегом. Ну вот, мы уже практически на месте. Но здесь немножко мы развлечемся. И вступим в бой с местными врагами. Так, кто у нас? Скелеты. Ну, для них у нас есть проверенное оружие, теневая ловушка. Их здесь 3 с огромными мечами. Вот так, став удачно, мы сразу убиваем 2. Вот и все. Здесь, как вы знаете, живут 2 жиропасика.
Вот они уже показались на свет Божий. Вот и все. Главное здесь не переусердствовать и не набрать лишнего. Настойка и ключ. Увы, не возьмем. Причина та же. Вес. Так, а что здесь? Сувенир, ну ладно. Хотелось бы, конечно, безделушку, но может в следующий раз повезет. Так, а вот здесь у нас живет в сундуке такой вот червяк-людоед. Конечно, при имеющемся запасе кристаллов разлома, как у нас сейчас, можно было бы и не связываться с ним. Но тренировка нужна всегда. Вот эти два септископических кристалла мы забираем и идем дальше. Летучие крысы. Камень телепортации нам нужен всегда, как вы знаете. А вот мы подошли к тому месту, довольно такому интересному, где нас могут ждать разные сюрпризы. А вот и первый сюрприз. Большой старый огр. И, конечно же, рыцарь. Вот они. Неудачно нас сбили с ног, но нам повезло. Последний залп сумел таки добраться до этого рыцаря, и мы его убили. Поэтому собираем спокойно уже весь лут, что нам огр принес. Да практически ничего. Оставляем его и идем дальше. Здесь жиропасики живут. Трое. 3 брата-акробата. Вон как весело выплясывают. Вот и все.
Ну, лут с них, конечно, самый обычный, ничего такого сверх. Проверяем сундучок. Заглядываем в соседнюю комнатку. Это нам не надо. Это надо. Да, в этом сундучке могут уже кристаллы разлома появляться. И колечко на продажу. Ох. Разогнались прям в стенку. А здесь мы действительно поймали в ловушку в этой комнате. Скелеты и 2 жиропасика. Один из 2, конечно, сразу не хочет выползать. Он себя бережет. Сундучок на верхней полке принес нам кристаллы разлома. История повторяется, и нас ждет опять, скорее всего, ледозмей. Так, ну где ж ты там, дружочек? Слышу, слышу, вижу, вижу. Видишь, как он встречает нас. Лютый, ледяной, страшный, но мы с ним боремся вот таким вот образом. Взрывной патрон, к сожалению, колечка у нас пока нет на усиление этого навыка. Но мы не теряем надежды, что со временем найдем его. И поджигаю вот несколькими патронами. Затем пытаемся их воспламенить. Вон подло улетает. Он такой большой и жирный, что долго летать не может. Вот он уже и приземлился на верхней площадке.
И не забывает набрасывать на нас круги смерти. Так, еще тебе получи. Вот, кажется, сейчас у нас шанс добить его. Да. Да, шанс мы свой не упустили. И одновременно закалили наши сапоги тени. Пытаемся выбить из него щиток ледяной. Вот. Ну и собираем все, что он нам дарит. Ну, в этот раз, конечно, подарков не очень много. Поэтому мы идем, проверяем, что здесь в этих могилках. В центре тоже. Нас уже встречают передовые отряды противника. К сожалению, ничего не дал нам. Но, как мы помним, наверху нас ждут еще таких же 3 противника. Итак, начали. По серпантину, по этим деревянным переходам и за решетку. Но нас перехватили и решили сыграть нами в футбол. Второй. Ну, конечно. Ну, вам что, мячик? Эти стригои, они такие коварные. Но именно они нам дарят кроваво-красные кристаллы, которые нужны для улучшения и брони, и оружия. Тяжело их, конечно, добывать. Так, сундучок. Наше любимое лакомство — протухшая мясная приманка. И что здесь? Здесь, как всегда, кристаллы разлома. Ну и наша первая надежда — самый первый верхний сундук. Открываем. Ну и, как всегда, нам не везет. Везет здесь за очень-очень редким исключением с первого раза. Это как праздник.
естественно, вырезав все промежуточные попытки, у нас, как в любом нормальном кино, со второго раза нам везет. Нам повезло. Так, поликристалл 5000. И здесь еще 2000. Итого 7000. Вот за 5-7 секунд. Так, первую броню мы добыли. Спускаемся вниз, добывать вторую. По пути, конечно же, проверяем все укромные уголки, где может быть какой-то лут. Что надо, забираем. Еще один сундук. Власти разлома. Так, вот знаменитый наш мост, который ведет к 3 скелетам-близнецам, которые уже готовятся нас встретить. А мы им ловушечку сейчас вот так раз и ждем встречи с ними. Так, один. Эй, ребята, вы где? Вы где? Ну, еще одного вытащили. А третий скромно где-то прячется. Так, ладно, с этими двумя разберемся для начала. Один готов. И второй готов. Так. Вытаскиваем третьего. Давай, давай, выползай. Вот ты где. Ну вот. Они нас уже, наверное, боятся. Точно боятся. И этот готов. Да, улов незначительный. Избавляемся от этих черепов, которые нам только утяжеляют, и проверяем наш сундук. Ну, как обычно, ничего нового. С первого раза неудача. Поэтому повторяем наши попытки. И вот наша броня. Броня с острова номер 3. И на фоне этой эйфории спрыгиваем вниз и забираем все, что здесь плохо лежит. Конечно же, камень телепортации, который 100% в том сундуке находится. Но здесь может меняться, конечно, лут. Потом вот к этому месту. Здесь вот нам повезло денежными знаками. Здесь опять сохраняемся и повторяем наши попытки до тех пор, пока не найдем то, что нам нужно. А нам нужно... Вот оно, разрушитель земель. И, конечно же, здесь берем кристаллы. Иногда тут нам дарят сувениры. Но в этот раз повезло. 3 раза кристаллы. Поднимаемся наверх. И готовимся к выходу с этой локации. По пути забирая все, что плохо лежит. Вот
Еще один сундучок. Ароматные духи, ну конечно. Они нам не нужны. И переиграв это место, мы находим... Что мы находим? Правильно, разрушитель земель. Опять эти черепа, ну ты посмотри, а. Знаем, что наверху нас встречают черви, мы заранее поджигаем себя и спокойненько заканчиваем наше похождение. Вес позволяет, поэтому подбираем уже все, что плохо лежит. Даже эту мясную приманку забираем. И пытаемся выйти отсюда. Ну вот в этом месте нас довольно частенько в этом месте появляется дракон. Проклятый дракон, которому не нравится то, что мы выходим в этот зал, и мы спокойно покидаем при помощи камня телепортации и телепортируемся к началу острова. Но первым делом, конечно же, снимаем все наши ослабления, в данном случае это отравление ядом, и начинаем выгружать все, что добыто нашим трудом. Так, Барыч, повернись-ка к нам с сундуком, хранилищем. Материалы выгружаем все, нам нечего оставлять. И лишнее серебряное кольцо на продажу. Восполняем то, что мы немножко истратили. И ключ нам нужен. И идем вызывать нашу пешку. Хватит ей там прохлаждаться в Уверфоле. Нам уже не терпится посмотреть, что же нам принесет эти две брони с острова номер 3. Сможем ли мы добыть то, что нам нужно? Прежде чем очищаться, мы, конечно же, сохраняемся на лавке на этой. Создаем, так сказать, контрольную точку, которая в случае чего можно будет вернуться и начать очищение в другом варианте. Ну, посмотрим. Так, что-то надо было. Не густо, конечно, но все же. Времени с предыдущего освобождения ее из плена прошло не так уж много, поэтому 37 тысяч кристаллов тоже деньги.
Ну, по крайней мере, хватит на очищение одного оружия, например, 28 800 кристаллов. На 2 брони, конечно, не хватит. Но, учитывая наши запасы, вон 4 744 000, мы спокойненько очищаем. Но для начала, конечно же, меняем специализацию. Меняем специализацию на одну из 3 основных, это на странника. Причем меняем и главного героя, и пешку. Специализация должна быть одна. Для начала вот самые легкие сувениры для тренировки очищаем. Ну и вот броня с острова номер 3. Всего 2 у нас добытых, мы их и очищаем. Рукавицы и сапоги тени. Ну, к сожалению, я считаю, нам не повезло в этот раз. Менять на другую специализацию мы не будем, настроение не то. Но надежды мы не теряем. В следующий раз, я думаю, нам повезет больше. Пока мы восстанавливаем то, что было. Маг-лучник. Возвращаем все, что было нами снято. Вот сапоги тени, которые нам там недавно закалил дракон. Ледозмей, вернее. Да, не забываем наши навыки восстановить, потому что можно выскочить и без них. If there is aught I can do, say it. Pray, pray. This plight. Oh, if you've the need and the coin, I've the wares. Закалка, конечно, стоит довольно серьезно. Вот кристаллы разлома, такие уже суммы идут. 6, 9, 10 тысяч кристаллов разлома. Да и ингредиенты довольно серьезные и непростые. Итак, наше видео подходит к концу. В следующей серии, я думаю, мы продвинемся по острову дальше. Нам необходимо теперь открывать заново проходы, которые Преддаймон нам после своей смерти закрыл. Ну вот, где-то так выглядят наши наполеоновские планы для следующего выпуска. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Кому понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий.